Здравия желаю, друзья мои! Сегодня хочу рассказать вам о новом мега крутом проекте, о крутой игре для Spectrum и Spectrum Next от команды Sanchez Crew, игре, которая уже доступна, которая называется Aliens Neoplasma 2 и которая поднимает планку 8-битных игр про чужих на совершенно новый уровень. Поехали! Первая часть Aliens Neoplasma была выпущена в 2018 году, и это была довольно-таки небольшая игра, которую команда Санчеза разработала по ходу работы над своим основным на то время проектом под названием Delta Shadow. Так вот, несмотря на, как бы сказать, немасштабность игры, Aliens Neoplasma получилась крайне играбельной и крайне атмосферной гамесой про чужих, которая своим сюжетом очень даже гармонично вплелась в историю, рассказанную в фильмах про алиенсов. Ну а что же касается геймплея, то с этим тоже все было в полном порядке, и игрушка игралась прям очень хорошо и даже без приписки по меркам Спектрума. Впрочем, отличная играбельность и ощущение современного гейминга присущи практически всем проектам Санчеза. Но вернемся к Неоплазме, а точнее пока к первой ее части. В игре мы знакомимся с лейтенантом медицинской службы Эшли Смит, которая выходит из гибернации на межпланетном судне Ахиллес, обнаруживает, что вся команда корабля мертва, кругом кишат инопланетные твари, а балом правит обезумевший искусственный интеллект корабля, который хочет доставить чужих на Землю и построить там новый мир. Но наша героиня оказалась девушкой довольно-таки сильной, как духовно, так и физически, и ей удается переломить ситуацию, удается одержать верх над чужими, над сумасшедшим ИИ и благополучно свалить с корабля в спасательном шаттле. У игры есть две концовки. В одной из них Эшли просто сбегает с корабля, в другой она его взрывает, но по сути на общую канву сюжета это никак не влияет. В финале игры героиня выживает в любом случае, и в любом случае она улетает с корабля. Короче, игрушка получилась хоть и небольшая, но крайне зачетная. Она получила первое место на конкурсе ZX Dave Mia Remakes, стала одной из самых популярных современных игр на Spectrum и получила расширенную версию для Spectrum Next, которую вы сейчас, кстати, и наблюдаете на своих экранах. Так что, конечно же, вполне естественно и вполне себе ожидаемо, что спустя несколько лет после релиза первой части Санчез и его команда решили выпустить сиквел и начали разработку второй части Aliens Neoplasma. И вот она уже, друзья мои, зарелизена, она доступна, в нее уже можно поиграть, ссылка на игру есть в описании к ролику и в закрепленном комментарии. Но вначале позвольте мне немного вам об этой игре рассказать, так как я присутствовал при ее разработке с самого начала, я ее тестировал, я переводил ее на украинский, так что мне определенно есть что вам поведать об этой игре, чтобы вы приняли для себя решение, стоит ли вам в это играть и стоит ли вам тратить на данную игру свое драгоценное время. Итак, как и в случае с первой частью, Aliens Neoplasma 2 выпущена в двух вариантах. Для классического Спектрума и для Spectrum Next. Но в отличие от первой части, обе версии игры зарелизены одновременно и доступны, так сказать, в одном бандле. Но давайте вначале поговорим о версии для классического спека. Спектрумовская версия, как и первая часть, работает только на 128-м спектруме, так что любители оригинальных резинок или 48-х Ленинградов, как говорится, сорян, 128 килобайт минимум. Что же касается движка, то движок у второй части более продвинутый, чем у первой игры. Например, теперь у нас появились объекты на переднем плане, чего раньше не было, движущиеся платформы, ну и вообще производительность у нового движка несколько выше, чем у предыдущего. Ну а в принципе же, говоря о производительности и шустрости классической 128К версии, то я могу сказать так. Как и в случае с другими спектрумовскими играми Санчеза, играть на оригинальных машинах можно, получать удовольствие от игры можно, проходить можно, но тем не менее турборежимы сильно приветствуются, и на 7 или тем более на 14 МГц играть будет, конечно же, приятнее. Впрочем, 14 МГц даже особо и не нужно, так как и на 7 МГц в 99% случаев во второй Неоплазме вы будете получать максимальное для Спектрума 50 FPS. Дельта тайминг, как и в других играх Санчеза, конечно же, присутствует. Если кто не в курсе, что это такое, то, по-простому говоря, это такая штука, когда при повышении частоты процессора повышается именно FPS игры, а сама же игрушка идет с адекватной и корректной скоростью.
Короче, турбу юзайте смело, тем более, что бипер в игре не используется и на любой частоте все будет абсолютно корректно. Но опять же, повторюсь, играть на стандартной частоте и на оригинальном спектруме вполне себе комфортно, если только до этого вы не поиграли на турбе и ваш глаз не привык к более высокому фреймрейту. Ну ладно, идем дальше. Классическая версия существует как в TR-DOS, так и в кассетном варианте, так что особо упоротые или ностальгирующие товарищи могут записать игру на кассетку и наслаждаться чарующими звуками загрузки. Также, в свою очередь, и TRD, и кассетный тапок выпущены на нескольких языках. И во вторую неоплазму можно играть на русском, английском, испанском, украинском и белорусском языках. Так, ну а теперь давайте поговорим о версии для Spectrum Next. Визуально Next'овская Неоплазма 2 получила расширенную палитру, максимально возможный фреймрейт, то есть 50 FPS, и на этом все. Никакого скроллинга или чего-то такого. То есть авторы решили не делать нечто подобное тому, что они сделали в игре Wrath's Revenge, а предпочли сохранить именно спектрумовский дух. В общем, в этом плане мы имеем схожую ситуацию с первой частью дилогии или с игрой Delta Shadow, что, как по мне, очень даже правильное и логичное решение. В плане звука здесь мы имеем реальные оцифрованные звуки, которые воспроизводятся через Kovacs. А музыка же играется на чипе AY, вернее на 3 чипах, то есть в общем 9 каналов. Кстати, в опциях классической версии можно выбрать Turbo Sound, и тогда звуки у вас будут на 2 чипе, и воспроизведению музыки ничего мешать не будет. А да, еще забыл сказать, что вторая Неоплазма поддерживает 60 Гц. То есть, если, играя в Next-версию, выставить на компе 60 Гц, то игра будет идти с адекватной скоростью. Ну а что же касается любителей классического спека-гейминга, то здесь тоже в данном плане все шикандосно. И играя в классику, юзеры Evolution Next тоже могут заводить свои адские машины на 60 Гц, так как в архиве с игрой имеются специальные классические версии, заточенные именно под 60 Гц. В общем, наслаждайтесь, но главное не перепутайте и выбирайте файлы игры согласно частоте обновления экрана, выставленной на вашей ZX совместимой машине. Ну и естественно, 60 FPS требует больше вычислительных мощностей, поэтому на 60 Гц турба и еще раз турба. В идеале 28 МГц. Наверное, еще стоит упомянуть, что в игрушке имеется 3 уровня сложности. На легком убитые вами враги не будут респавниться после вашего проигрыша. На среднем, как это обычно и бывает, после смерти героини враги таки респавнятся. Ну а на сложном уровне у игрока отбирается возможность сохранять свой прогресс на уже активированных терминалах. Еще некстовскую и классическую версии отличает то, что в классике в ленточном варианте у нас имеется система паролей, а в Next же и в TR-DOSике игрушка сохраняет прогресс автоматически после прохождения уровня. И здесь важно помнить, что если вы играете в TRD на эмуляторе, то обязательно в опциях нужно открывать запись на дискету. Ну и еще на Next язык мы выбираем в меню, а на 128К версии для каждого языка у нас имеется отдельный образ игры. Но хватит уже о технических моментах, давайте уже поговорим о сюжете и геймплее. Итак, что мы здесь имеем? После событий первой части проходит несколько лет, шаттл со спящей Эшли дрейфует в бездонных просторах космоса, пока ее не обнаруживают сотрудники корпорации Weyland-Yutani, которые подбирают Эшли, выводят ее из гибернации и доставляют на исследовательскую станцию на далекой экзопланете, где в попытках выяснить, что же именно произошло с кораблем и с чужими в первой части игры, героиню в ожидании допроса запирают в медицинском отсеке. Но тут на сцене появляется наш старый знакомый, искусственный интеллект Ахиллес, который успел скопировать себя на диск спасательной капсулы, а затем сумел взломать систему безопасности исследовательской станции. Преследуя свои цели, ИИ начинает помогать Эшли, открывая для нее двери и корректируя ее передвижение. Делает он это, естественно, отнюдь не по доброте душевной. Просто мозг Ахиллеса, я имею в виду корабль из предыдущей игры. Так вот, мозг Ахиллеса жаждет заполучить для себя тело андроида, и для этого ему нужна помощь Эшли. В
Вначале нам придется безжалостно резать глотки охранников отверткой, но затем у героини появляется привычный автомат и гранаты. После того, как мы помогаем Ахиллесу получить физическое воплощение, он вновь начинает бредить мировым господством и судьбами человечества, что для Эшли совершенно неприемлемо, и на этом взаимовыгодное сотрудничество человека и робота, конечно же, заканчивается. Ахиллес открывает резервуары с чужими и сводит с ума все двери, которые теперь безжалостно давят все, что под них попадает. В общем, с этого момента хрупкой девушке придется сражаться с охранниками, с фейсхаггерами, с половозрелыми чужими, боссами и еще и бороться с пакостями от ИИ. Да, в игре, в отличие от первой части, боссы таки есть. Так вот, вся игрушка разбита на 3 довольно-таки немаленьких уровня, которые в версии для 128-го спектрума подгружаются по мере прохождения. Это я просто уточняю к тому, чтобы любители реала и кассеток знали, что их ожидает. Ну ладно, в общем, лейтенанту медицинской службы Эшли Смит, если она хочет выжить, придется преодолеть все эти уровни, сразиться с Ахиллесом в теле андроида и дождаться спасательного отряда. Кстати, после прохождения игра предлагает отсканировать QR-код и внести свои данные в таблицу рекордов на сайте команды Санчеза. Крайне прикольно. Короче, такая вот тема, комрады. Не знаю, как вам, но лично мне эта игра заходит прям на все 100%, и по моим ощущениям это именно то, во что в наши дни хочется играть на спектруме и на что не жалко потратить свое драгоценное время. Но это, конечно, лишь мои субъективные ощущения. В общем, если вам интересно, то ссылка на игру внизу. Welcome, заходите, качайте и поддерживайте спектрумовских разработчиков. Покедова!